Могут ли стрелки на веках быть черными без корректора? Наверняка многие из вас видели какие-то синюшные, голубоватые, фиолетоватые, какие-то вот без цвета, как будто не черные, а вот сизы, я его называю, стрелки на веках. И даже чаще всего, наверное, это какая-то синева на веках. Это эффект Тиндаля, о котором я рассказывала. Ссылка будет где-то здесь появится. Вы можете посмотреть, что это такое. А если вкратце, то чем глубже внесен пигмент, чем больше над ним слой, через который проходит солнечный луч, тем больше искажения в холодную сторону у краски. И получается, если цвет черный или темно-коричневый внесен глубоко, то он будет выглядеть сине-черным или фиолетовым. Это зависит от того, какая глубина и какой оттенок внесен. И у многих мастеров автоматически возникает вопрос, а что если в черный цвет добавить корректор, например, какой-то рыжий или красно-коричневый, чтобы как бы подтеплить черный цвет? Если вы, вот я вам сейчас расскажу, я бы этого не стала делать, я бы работала чистым черным цветом, но я бы научилась вносить его максимально поверхностно, чтобы вы работали в том слое, где пигмент сохранится, потому что кожа на веках, она очень тоненькая, и вам не нужно вносить пигмент глубоко. Пигмент сохранится, в смысле кожа его не вытолкнет после заживления, но цвет будет выглядеть максимально темным и максимально черным, без искажения, потому что слой кожи над краской, которую вы внесли, будет самым тонким, из возможных. У меня, например, на веках очень много краски, на мне тренировалось много мастеров, потому что за вот эти 15 лет работы в перманентном макияже, что только я на себе не пробовала, на мне учились мои мастера. Вернее, не то чтобы они учились, а мы думали, что мы знаем, как работать, это было много лет назад. И удалить это практически невозможно. Хорошо, что у меня хотя бы симметричные и тонкие кончики и находятся на месте моей стрелки. Но они уже давно выглядят холодными, и несколько раз я по ним работала корректором. И, кстати, знаете, первый раз, когда они похолодели, несколько лет назад я прошлась корректором красно-коричневым, и цвет стал такой бархатистый, черно-коричневый, очень красивый. А чем больше, получается, лет проходит, и чем больше корректора мне вносится в кожу, тем более странным выглядит цвет. Он становится таким, знаете, каким-то сизым. Не черный, не серый, не коричневый, какой-то непонятный. Поэтому, если вы думаете, что в черный цвет можно добавить какой-то красно-коричневый, например, 1 к 1 практически смешать, во-первых, попробуйте растереть этот цвет, и вы поймете, что нужно очень много теплого цвета добавить в черный, чтобы визуально этот оттенок начал как-то выглядеть более коричневым, более теплым, потому что сажа, Carbon Black, то есть это черный цвет, которым все работают на веках, это очень кроющий пигмент. И у него очень мелкая, это пыль практически. То есть это самый мелкий пигмент, наверное, в котором мы работаем, и он очень кроющий. И чтобы изменение цвета было видно, нужно налить туда реально очень много красно-коричневого цвета. Но тогда это уже не черный цвет. И многие мастера, сделав это, начинают красить и понимают, что им мало, все мало. Они начинают давить сильнее, краски уже много, они уже ушли глубже, чем нужно. И получается обратный эффект на самом деле. Заживает это все каким-то невнятным цветом, нужно делать еще коррекцию. Черного глубокого они добиться так и не могут. И получается, что клиент недоволен, а удалить это уже нельзя. Поэтому я призываю вас работать чистым, черным, самым кроющим, какой вы найдете цветом, например, нашим, у нас максимально кроющий он, и не добавлять туда никаких корректоров, работать очень легко, очень поверхностно, очень мягко, без стыков, без заглублений, потому что черный, он всегда остается черным, просто он, уйдя очень глубоко, благодаря вам, меняет свой оттенок. Если вскрыть эту кожу, достать его, он будет все еще черным. Вы не думайте, что это какое-то интересное физическое явление, химическое, вернее, когда черный цвет превращается в какой-то сизый. Нет, это просто из-за глубины. И вот здесь где-то сейчас появится фотография, где хорошо видно, что краска под кожей все еще черная, просто сама кожа меняет ее оттенок. Поэтому не советую вам добавлять корректоры во время работы прям в черный цвет, а рекомендую работать максимально черным, максимально неразбавленным и прям максимально воздушно, поверхностно, и чтобы цвет у вас в итоге просто не искажался. И если вдруг что-то не понравится вашему клиенту, вот такую работу можно будет удалить, потому что в самом начале своей карьеры я ездила на мастер-класс к моей любимой Юлии Константиновой, и она мне сделала межресничку, очень красивую черную межресничку, которой я лишилась буквально за 10 дней в Таиланде. Спустя год она выгорела
просто полностью в ноль. И это было классно и чудесно. Это на самом деле, мне кажется, идеальный вариант, когда есть возможность, что просто пигмент выгорит, или есть вероятность, если какие-то стрелки или тени вами сделанные, можно будет удалить. А удалить их можно будет только если пигментов кожи немного, то есть там что-то полупрозрачное. Поэтому забудьте про плотные, темные, черные, вернее, толстые какие-то стрелки на веках. Делайте мягко, полупрозрачно, воздушно, чтобы это можно было удалить и чтобы вы работали без корректоров. Минус еще корректора, который вы вносите. Если вдруг ваш клиент все-таки соберется удалять и пойдет, найдет специалиста по лазерному удалению, бывает такое, что вот этот вот органический красно-коричневый цвет, который добавляют в черную сажу, он удаляется очень плохо. Это как раз те самые остатки, которые остаются в гибридной краске, вот эти оранжевые, желтые цвета, которые не удаляются вообще в принципе, сидят в коже годами и их потом удаляют ремувером. И если вашу стрелку, в которой много красной какой-то оранжевой органики, начнут удалять лазером, есть вероятность, что вот эта органика, она и в виде потека распространится вокруг века, и вообще в принципе после того, как черный цвет уйдет, останется такая красненькая полосочка, потому что вот эта вот органика, которую добавляют как корректор, она, вот так сложно удаляется. Поэтому, мне кажется, сплошные минусы от добавления в черный цвет корректоров во время работы. Просто учитесь правильно вносить. Учитесь не делать стыков, не заглубляться и рисовать красивые, легкие, симметричные вещи на веках, потому что такая очень тактичная зона. Мне кажется, к векам надо подходить в последнюю очередь. Когда вы освоили идеальные растушевки и формы на бровях, вы научились классно прокрашивать губы, потому что слизистая губ, вообще кожа губ, она как бы ближе по качеству к коже век, чем кожа бровей. Поэтому в последнюю очередь подходите к стрелкам и корректорам, и вот этому всему, чтобы вы даже не думали об этом, а работали чистым черным цветом и делали прекрасные полупрозрачные и очень тактичные работы на веках.